Всем привет! Когда одновременно хочется и есть, и похудеть, и нет времени, и не знаешь, что готовить, приготовь лепешку из нута. Минимум ингредиентов, максимум удовольствия и удивления. И главное, ужин буквально за 10 минут. Для теста нам понадобится только нутовая мука, вода и соль. Можно добавить немного соды. А в качестве начинки сегодня будем использовать краснокочанную капусту, лепешка получится сиреневой, или обычную белокочанную капусту, сырую. Добавляем буквально 4 столовые ложки нутовой муки, немного воды и замешиваем венчиком теста густотой, как 15% сметана. Капусту нарезаем произвольными кусочками, можно покрупнее, можно помельче. Сначала сделайте помельче. Засыпаем капусту в тесто, размешиваем. Капусту даже не мну, просто так добавляю. Можно использовать китайскую, в этом случае лепешка получится немножко нежнее. Начинки смело добавляйте много, а само тесто из нутовой муки старайтесь делать не очень густым, чтобы лепешка не получилась суховатой. Выкладываем на сковородку. Раньше использовала масло кхи, сейчас выкладываю просто на сухую сковородку. Подрумяниваем, переворачиваем. Лепешка получается очень аппетитной и готовится действительно 10 минут. Теперь я кладу начинки еще больше. Лепешка практически получается только из овощей. Нутовое тесто только слепляет капусту. В качестве начинки можно использовать сырую тыкву. Когда выкладываем густую, состоящую только из овощей, лепешку на сковородку, слепляем ее с помощью ложки. Главная сложность приготовления этой лепешки – это ее перевернуть, потому что она может в момент переворота рассыпаться. Поэтому для переворачивания используйте вторую сковородку. Для этого предварительно нагрейте вторую сковородку, закройте сверху и просто переверните. Я успеваю перевернуть, используя только 2 лопатки. Вот такая получается лепешка, она абсолютно пропеченная. Обратите внимание на серединку. Самая неожиданная и самая мистическая начинка в этой лепешке, конечно же, начинка из краснокочанной капусты. Краснокочанную капусту в питании обычно используют очень редко, поэтому рекомендую попробовать приготовить лепешку с краснокочанной капустой. Но сначала все-таки сделайте из китайской и поделитесь впечатлением, как у вас получилось. Я думаю, вы очень удивитесь вкусу, потому что здесь нет ни яиц, ни дрожжей, ни сахара, а лепешка получается классная. А эту лепешку я приготовила с добавлением яблок и сверху тоже выложила сырые яблоки. Попробуйте приготовить. Рекомендую добавить в тесто половину чайной ложки корицы. Лепешка получится ароматной. Мы обычно поливаем овощную лепешку ароматным домашним подсолнечным маслом. Домашнее масло, оно и кошке приятно. А мне, конечно, очень приятно видеть и ваши лайки, и читать ваши комментарии, и знать, что вы едите лепешку и становитесь здоровее, стройнее, позитивнее. Потому что вы знаете, что только когда мы здоровы и позитивны, мы можем сделать мир вокруг себя лучше. Делитесь этим видео с вашими друзьями. Желаю вам хорошего весеннего солнечного настроения и до новых встреч!